Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я готовлю голые маринованные помидоры. За счет того, что помидоры маринуются без шкурки, они быстро пропитываются маринадом, получаются очень вкусными, при этом плотными. Готовим. Я начинаю с приготовления маринада, потому что для этого рецепта помидоры нужно заливать полностью остывшим, холодным маринадом, поэтому ему нужно успеть охладиться. На 1 литр воды всыпаю 2 столовые ложки соли и 3 столовые ложки сахара. Ставлю маринад на плиту, также добавляю перец горошком, я использую смесь обычного и душистого перца. По желанию можно добавить лавровый лист, 1-2 штучки. И как только маринад закипит, вливаю уксус. Я использую 6% винный красный уксус, но можно заменить его яблочным или использовать обычный уксус. Количество я напишу в описании. Перемешиваю маринад, выключаю плиту и оставляю его полностью остывать. И теперь займусь помидорами. Для этого рецепта понадобится 1 килограмм помидоров. Лучше всего брать вот такие небольшие, круглые и мясистые помидоры примерно такого размера, чтобы готовую помидорку можно было легко положить в рот целиком. Помидоры обязательно хорошо моем. И теперь есть два варианта, как с них снять кожицу. Если у вас есть время, вы можете заранее сделать на каждом помидоре неглубокий крестообразный надрез. Важно надрезать только кожицу, не прорезая мякоть, чтобы сок остался внутри помидора. А можно сделать еще проще: залить помидоры кипятком целиком, оставить примерно на 3-4 минуты, а затем уже сделать надрез и снять кожицу. У меня было время, поэтому я на части помидоров сделала надрезы заранее, но основную массу помидоров буду надрезать и очищать уже после ошпаривания. Так, на мой взгляд, получается быстрее. Заливаю помидоры кипятком и оставляю на несколько минут. А пока нарежу зелень. У меня здесь большой пучок петрушки и укропа. Нарезаю зелень мелко. Также понадобится чеснок. У меня вот такая большая головка. Его можно пропустить через пресс, мелко нарезать или натереть на мелкой терке. Я буду натирать, потому что так быстрее. И чеснок получается более сочным и хорошо распределяется по помидорам. Теперь в контейнер, в котором буду мариновать помидоры, на дно выкладываю немного зелени и чеснока. Сливаю горячую воду с помидоров и очищаю их от кожицы. Помидоры без кожицы быстро и равномерно пропитаются маринадом и получатся невероятно вкусными, сочными, при этом нежными. Помидоры очищаются быстро, поэтому сам процесс недолгий и неутомительный. Выкладываю очищенный голый помидор в контейнер. А вот этот помидор я предварительно не надрезала. Делаю небольшой крестообразный надрез, и кожица тоже очень легко снимается. Так что здесь ориентируйтесь на свои предпочтения. На мой взгляд, быстрее получится, если делать надрезы уже непосредственно перед очисткой. Так не придется надрезать каждый помидор заранее. Каждый слой помидоров посыпаю зеленью и чесноком и продолжаю очищать помидоры от кожицы и выкладывать в контейнер. Так, все помидоры очищены. Сверху посыпаю помидоры остатками зелени и чеснока. Заливаю помидоры полностью остывшим маринадом. Накрываю контейнер крышкой и убираю помидоры в холодильник минимум на сутки. Но если у вас есть возможность подождать чуть дольше, помидоры станут еще ароматнее и лучше пропитаются маринадом. Ну а теперь самое приятное, будем пробовать. Смотрите, какие помидоры получились яркие, красивые, при этом плотные. Сок остался внутри помидора, а маринад получился прозрачным. И какие же они получаются нежные. За счет того, что кожицы нет, помидоры буквально тают во рту. Они быстро пропитываются маринадом. И чеснок и свежая зелень дают также свой аромат. Остановиться просто невозможно. Это очень вкусно. Так что обязательно попробуйте приготовить такие быстрые маринованные помидоры по-херсонски, без шкурки, голые. Тем более, что сейчас как раз сезон свежих помидоров. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, впереди еще много всего интересного.